В начале этого года General Motors анонсировали, что вложат 20 миллиардов долларов и выпустят 20 электрических новинок до 2023 года. Hammer — это первая ласточка, первый автомобиль на новой электрической платформе, который будет напрямую конкурировать с Tesla. Так какие же шансы у Хаммера против Сайбертрака? Подписка, лайк, колокольчик и поехали разбираться вместе! Бакунин Лайв. General Motors давно дразнили рынок появлением электрического Хаммера, даже показали 30-секундный ролик на Super Bowl в феврале. Тем не менее, перед самым анонсом прокололись и произошла утечка рекламного ролика с имиджами Хаммера. Технические характеристики автомобиля были известны уже давно. Это мощность, 1000 лошадиных сил, разгон до сотни за 3 секунды и крутящий момент в 16 тысяч ньютон-метров. А вот здесь General Motors, конечно, намудрили с методологией. Если сравнивать яблоки с яблоками, то получится примерно 1300 ньютон-метров. Это всего лишь в 2 раза выше, чем Tesla Model 3 Performance, на которой гоняется Сергей Харун у нас вот в этом ролике. Ну или примерно столько же у Cybertruck от Tesla. Внешне автомобиль больше напоминает H2, а не армейский H1. У него огромные 35-дюймовые колеса, съемная крыша и бронированное дно для того, чтобы защитить батарею. Интерьер автомобиля одновременно и люксовый, и аскетичный. Такое ощущение, что его можно даже помыть из шланга, как Jeep Wrangler. У автомобиля 2 дисплея. Один — это панель приборов перед водителем на 12 дюймов и на центральной панели 15-дюймовый дисплей. Чуть-чуть поменьше, чем у Tesla, но в то же время больше, чем у Mercedes S-класса. У автомобиля архитектура на 400 вольт и может принимать заряд на 350 киловатт. Это очень высокие показатели, сравнимые с Porsche Taycan. На Hammer будут устанавливаться батареи от 50 до 200 киловатт-часов. На одном заряде можно будет проехать 560 километров. Но здесь внимание, этот показатель — собственная оценка компании General Motors. Нам еще предстоит услышать версию от EPA. Сами же батареи будут производиться на совместном предприятии General Motors и LG в Огайо. Говорят, что эта фабрика уже строится с 2020 года, а по масштабам выпуска абсолютно сопоставима с Gigafactory от Tesla, что говорит о том, что, конечно же, General Motors будет снижать стоимость единицы продукции за счет масштаба. За 10 минут Hammer можно зарядить на 100 миль или 160 километров, а за 40 минут автомобиль получит полный заряд. Не обошлось и без удивлялок. Для меня это, например, Crab Mode. Это возможность автомобиля одновременно поворачивать все 4 колеса, чтобы объехать препятствие. Такая функция известна в автомобильной отрасли уже несколько десятилетий, а вот именно на электрической платформе ее достаточно легко реализовать. Для меня основная интрига — это возможность повернуть колеса на 90 градусов. Если такая функция предусмотрена, то будет очень удобно парковать этот монстр. Если же нет, то скорее всего это будет просто приятная вау-функция. Еще одна приятная функция для любителей бездорожья — так называемый Extract Mode. Это просто возможность увеличить клиренс. С точки зрения помощи водителя тоже есть инновации. Например, это функция Ultra Vision. Камеры установлены прямо под дно автомобиля. Также на автомобиле будет новая функция Super Cruise. Это обновленный круиз-контроль. Он позволяет не только отпустить руль и позволить автомобилю держаться самостоятельно на шоссе, но и принять решение, чтобы обогнать впереди идущий автомобиль, а значит поменять полосу. По моей оценке, это уровень 2+, немного не дотягивает до Теслы. Теперь поговорим о ценах и о датах. Версия, которую мы сегодня с вами обсуждали, которая разгоняется до сотни за 3 секунды с 3 моторами, будет доступна в продаже следующей осенью 2021 года. Цена начинается от 112 тысяч долларов. Версия подешевле от 80 тысяч долларов выйдет совсем поздно, в 2024 году. Тем не менее, на сайте уже доступен предзаказ и достаточно положить всего лишь 100 долларов, чтобы забронировать себе новый электрический Hammer. Конечно же, запуск электрического Хаммера — это очень важная веха в истории компании General Motors. Это обновление компании, это новый имидж в глазах клиентов и акционеров.
Первый конкурент, которого они себе представляют, это, конечно же, Tesla Cybertruck, и они стараются выпустить автомобили просто в авральном режиме быстрее, чем Tesla Cybertruck. Я думаю, Маск, конечно же, на это ответит и, может быть, ускорит свои планы, но тем не менее пока получается, что Хаммер выйдет чуть-чуть раньше. Но вот по цене, конечно, очень большая разница. Говорят, что Cybertruck будет доступен в диапазоне от 40 до 70 тысяч долларов, а Хаммер пока выходит только по цене 112. Разрыв огромный, очень разные клиенты, и напрямую они будут биться, наверное, позднее, уже в 2024 году. Есть и другие конкуренты в этом сегменте. Калифорнийский стартап Rivian, который анонсировал трак уже в 2018 году и принимает заказы. Когда он точно выйдет, пока непонятно, но скорее всего из этих трех игроков плюс электрический F-150 от Форда и будут составлять рынок пикап-траков электрических в США. На пике своей популярности Хаммер в 2006 году продали за год более 70 тысяч экземпляров. Сможет ли электрический Хаммер повторить этот успех? Давайте следить за General Motors. Подписывайтесь на канал. На связи Бакунин.